За последний год я встречал несколько украинских патриотов, которые называли себя патриотами, ходили в вышиванках, кричали «Слава Украине!», размещали у себя в соцсетях флаги, трезубцы. Они даже соревнуются, кто круче разместит трезубец. Иногда свое лицо инсталлировали прям в трезубцы и вот таким вот образом любили свою страну. И они все время заявляли: да мы вот такие, а потом посмотришь, а человек уже в России. Ну, странно как-то, да? Українська певиця Аліна Гросу. Тому що ще рік тому ти казала про те, що тобі б хотілося грати в театрі в Росії, у Москві. Я сейчас снимаюсь, я действительно сейчас снимаюсь, но я снимаюсь в украинских фильмах. Вот, они, кстати, покупаются в России, они там тоже их показывают. Вот. Но тем не менее, я не поменяю своей страны, не променяю ни на что. Не променяю, говорит, свою страну ни на что. И снимаются в украинских фильмах, которые покупает Россия. Ну, я бы хотел узнать, что это за фильмы. Ну, то ладно, может, я просто не знаю. А вообще, вот эта вот девушка рассказывает тогда, когда ее мама баллотируется в Верховную Раду. От партии Ляшко, кстати. Вообще-то действительно внесла, потому что я планировала еще закончить 5-й режиссерский курс. А теперь, скорее всего, поеду заканчивать в Америке режиссерскую академию. Було в планах залишитися в Росії. Должна была учиться там минимум 5 лет. Но взяла сейчас диплом буквально месяц назад. Сказала спасибо большое. И говорю, я поеду к нашим, поддерживать наших. Потому что в такой ситуации, наверное, с моей стороны будет очень некрасиво, если я останусь там. Должна была заканчивать в России там учебу, но взяла диплом, сказала спасибо, я поеду к нашим. Это очень некрасиво, если я останусь в Москве. Ну, когда мама баллотируется в Верховную Раду от партии Ляшко. Твій тато на кошти вашої родини купував автомобілі для зоны АТО. Очень поддерживает, собственно, Украину, страну свою, своих героев. Вот. А папа машины покупает для зоны АТО, ну, потому что надо поддержать героев. Все правильно, все логично. Бигборды в вышиванках. Ну вот, мама пролетела мимо Верховной Рады, и певица Аліна Гросу уже не так категорично. Аліна Гросу балотувалася від радикальної партії Олега Ляшка. Ти активно агітувала за маму. За маму, за папу, но мама не прошла, не получилось. Однако же с Олегом Ляшко у нас теплые отношения. Когда мама попала в партию к Ляшку, там, наверное, не все были рады тому, что у нее такой боевой характер. Думали, просто женщина пришла для красоты, а мама всех заставила немножко работать. Скажем так, вошла в хорошие отношения с Ляшком. Но в Украине не срослось, в Украине, которая на первом месте, что там та Россия, да фигли на ту Москву, Украина главная. Однако же не срослось в Украине. И что? Ну вот не получилось, и дочь патриотического кандидата идет к Лепсу. Вот уже продюсерский центр Григория Лепса представляет высшая проба. И вот летнее интервью. Аліна Гросу, все еще ребенок. В итоге получилось, что моя работа сосредоточена в основном в Москве. Но родину, мои чувства к ней никто не отнимет. Конечно, но остаюсь я в Москве. И вот уже эфир на Life News. Ну, я уверен, что это не заказной эфир, это просто увидели талант и пригласили на эфир. Времени, так сказать, именно очутиться постоянно на учебе, к сожалению, не было. Так вот в чем дело. Дело не в поддержке своей страны, а просто времени не было, чтобы постоянно на учебе быть в Москве. Но сейчас время появилось. Ну вот сейчас ты собираешься поступать на режиссерский, да. С удовольствием хотелось бы как-то развить это все. Но первый для меня это, конечно же, вокал. Я окончила перед этим еще вокальную академию эстрадно-джазовую. Вот. А после этого поступила в ВГИК, и второй это актерская профессия. Я не знаю, почему эти все пламенные патриоты, которые там от Ляшка баллотируются в Верховную Раду, которые помогают зоне АТО автомобилями, которые рвут на груди вышиванку, в итоге оказываются в Москве. Вот я не знаю, меня в Москву звали миллион раз, но я туда не еду по своим каким-то соображениям. Однако же я не патриот, а вот это патриоты. Патриоты, загляните в себя чуть глубже, глубоко посмотрите, что вы там увидите.